Вот всегда какой неоспоримый самсунговский плюс — это то, что их всегда можно помыть, потопить, и даже в линейке, которая не подразумевает утопление, мы имеем влагозащиту IP68. Так делать просто так, разумеется, не стоит. Все тесты были до того, как я это делаю, но в целом я еще не встречал самсы, которые погибали бы после этого. Молодец! Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, как вы уже поняли с начала ролика, я расскажу вам о смартфоне Samsung S23. У меня был обзор и на S22, и на S21, и на S22 Ultra, еще на много всего. Сегодня в процессе, после обзора основного по синтетике и всему остальному, я сравню по камерам его с iPhone 14 Pro Max, я думаю, вам будет это интересно. Разумеется, чем примечателен этот смартфон для нас с вами? В первую очередь тем, что они запихали сюда самый удачный на сегодняшний день процессор. Это Snapdragon Gen 2. Но сколько подводных камней в этой трубке, сразу их море. И их не стало меньше, начиная с S21, с которым я, к слову, ходил почти год. То есть это был мой основной смартфон. S22 я использовал недолго. Этот фактически я гоняю недели 3. Все исходники, видео, фото и всего остального у меня в телеграм-канале скидок. И еще раз я напоминаю, что основная миссия любого блогинга по мне это рассказать вам о недостатках, потому что о достоинствах устройств вы и так сможете посмотреть в рекламе. К слову, этот смарт я уже гонял в Твиче, в игре Apex на автономность, и насколько нехорошо все прошло, вы можете посмотреть на лайв-канале. Там я в записи оставил все это дело. К сожалению или к счастью, им есть куда стремиться. Но об этом вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой черной коробке из плотного картона, на которой есть изображение смартфона в минималистичном стиле, краткие характеристики и название. Упаковано все отлично. В комплекте мы имеем сам смартфон, без защитной пленки, разумеется, кабель для зарядки с USB Type-C на Type-C и документацию. Блока питания чехла в комплекте нет, что стандартно для Samsung в этой ценовой категории. Только напоминаю, не бегите покупать зарядку на 45 Вт, потому что этот смартфон поддерживает только 25. Прорезиненный слот на 2 сим-карты, карту памяти запихать нельзя, что и было очевидно. eSIM завести возможность есть. Габариты устройства 146 на 70,9 на 7,6 мм, вес всего 168 граммов. Данная модель довольно компактная по сравнению даже с S21, она слегка меньше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и телеграм-канал мой личный, в котором мы проводим тесты совместно с вами. Вы пишете, что вам по железу интересно из того, что я гоняю перед обзором, и мы это с вами обсуждаем. Плюс постоянный контакт, когда я знаю, что купить, чтобы вам рассказать. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, таких как лаванда, бежевый, черный и зеленый. Изменения в дизайне от прошлых моделей имеются, и как по мне, S23 выглядит куда солиднее, чем S21 и S22. Но это все на вкус и цвет, как говорится. Почему? Потому что многие ругают за то, что кажется, что этот смартфон дешевый. Другие, кто получают его в руки, рассказывают о какой-то тактильно нереальной радости. У каждого свое. По мне все красиво. Тыльная часть выполнена из матового стекла, рамка алюминиевая. В руке без чехла лежит удобно, так как грани не прямые, а закругленные. Но сильно сомневаюсь, что кто-то будет его без чехла носить. Материалы марки, но не сильно. Из рук смартфон не выскальзывает, что хорошо. Качество сборкера отличное, как и качество материалов. Пользоваться одной рукой удобно. В оболочке есть множество функций, вспомогашек для использования одной рукой. И они их прямо уже допилили. Все-таки компакты они не первый год выпускают. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, что очень удобно. Микрофоны, динамики, основное разговорное звучание здесь стерео, так как разговорный выступает еще и в роли основного. Dolby Atmos на борту с 4 предустановками для разных сценариев использования. Ко всему есть еще Dolby Atmos для игр, 9-полосный кастомный эквалайзер, 5 предустановок звучания и технология Adapt Sound. Звучание, как по мне, отличное и громкое, опять же помним о габаритах. Вибромоторчик тактильно приятный, и силу вибрации настроить можно. Многие очень сильно радовались от того, что Samsung сюда запихал хороший вибромотор. Хотя не лучший на рынке. Далее, на борту, к сожалению, нет ни мини-джека, ни ИК-порта. Корпус официально имеет заявленную защиту от влаги IP68. Я его топил для вас в начале ролика, вы могли наблюдать, как смартфон противостоял воде. В
целом он не пострадал, что радует. Смартфон оснащен дисплеем Dynamic AMOLED 2X на 6,1 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей и глубиной цвета в 16 миллионов. Экран плоский, без закруглений, защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus второго поколения. Это прям самое-самое последнее. Плотность пикселей 425 ppi, картинка четкая, с хорошей цветопередачей. Пиковая яркость отличная, 1750 нит. При прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. В солнечный день пользоваться смартфоном можно без проблем. Частота обновления экрана адаптивная, 120 Гц, на выбор также есть стандартный 60 Гц. Простой смартфон держит 24 FPS. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат, я бы сказал, что он хуже среднего. Включенная функция повышенной яркости, шим на 100% яркости 57, на 55% яркости 47, на 30 50%, на минимальной 113 и на нуле 9%. Отмечу, что показатель в 100% и выше я встречал только у самсунгов. Конечно же, показатели шима очень плохие, и никакого «но» здесь нет. DC-диминга здесь нет, герцовка здесь у шима противная и не топовая, и обязательно у этого смартфона, если вы не хотите иметь потом проблемы, проверять экран, зайти в магазин, постоять с ним минут 15-20 и решить, будет вас это все дело касаться или нет. В настройках есть режим комфорта для глаз, автояркость работает хорошо, быстро адаптируется под смену освещения. Полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач, разумеется, берет все 10 пальцев, поддерживается функция Samsung DeX Android Auto и много еще чего полезного. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальца находится на удобной высоте, работает он стабильно и быстро. Но минус в том, что можно завести несколько одинаковых отпечатков пальцев, максимально можно завести только 4 пальца. Очень странно, правда? Распознавание лица срабатывает также хорошо, но угол, под которым смартфон может распознать лицо, небольшой, и зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Рамки симметричные, небольшие, у яблока они больше. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, то есть это не обычный Gen 2, и вы поймете, что это нехорошо. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,36 ГГц, графический процессор Adreno 740, интерфейс One UI версии 5.1 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR5X доступна только 8 ГБ. Непонятно, почему они не добавили версии на 12, 16 и все остальное. Если у людей есть деньги, почему не добавить? Внутренняя память UFS версии 4.0 и на выбор 128, 256 и 512 ГБ. И смысл в том, что в версии 128 стоит не UFS 4.0, а версия UFS 3.1. Соответственно, мало того, что у вас будет почти 50 гигабайт съедена системой, так она и будет еще и медленная относительно, опять же, версии с 256 гигабайтами. 128 я бы вообще не рассматривал. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии. Повторяюсь, это не последний, если вы не знали. Поддержка 5G сетей, что не особо актуально. Для 4G есть 7 и 20 бенд, разумеется. Связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора отличное, микрофоны с датчиком приближения не подводили. Bluetooth последней версии 5.3 на данный момент. NFC поддерживается, можно установить Samsung Pay и Mir Pay. Из навигации на борту GPS GLONASS, Beidou, Galileo и QZSS. GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора скромные 3900 мАч. В PC-марке он выдал отличный результат, 9 часов 39 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Но это не показатель. По большому счету я прогонял смартфон в PC-марке просто для справки, потому что настоящие тесты я провожу на Твиче в онлайне, и там все просто. Стандартная игра, онлайн-стриминг, и мы смотрим, сколько поедает смартфон и как он себя вел. Смартфон поддерживает зарядку быструю на 25 Вт. Вы тоже улыбнулись? Беспроводная зарядка на 10 Вт и реверсивная. Заряжается от 0 до сотки около 80 минут, что, конечно, не быстро. Я не знаю, у кого он заряжается за 30 минут, за 40 минут, за час. Сколько раз я не гонял, результат был 89 минут, опять же с 0%. Вы можете заряжать с 1, с 3, с 5, и у вас будут результаты совсем другие. Экрана хватает на 5-7 часов. Конечно, живет смартфон недолго, и если брать 7 часов, опять же, это использование при использовании Wi-Fi. При одновременной трансляции на Твиче и запущенной игре Apex смартфон в первые же 5 минут начал перегреваться и выбрасывать из игры трансляции. По итогу мне все же удалось его погонять 40 минут. Получилось, что он поедает в среднем 42% заряда в час, у кого-то даже 50% получается. Проще говоря, максимум 2,5 часа игры. Не смешно, грустно. Смартфон перегревался, его приходилось охлаждать во время стрима. Посмотрите, я надеюсь, вас это дело улыбнет. Как мне сказали, но S23 это точно не про игры, и S23 это не про серфинг, и S23 это не про GSM.
но об этом в конце. Перейдем же к тестам. Процессор тротлит, что можно заметить даже невооруженным взглядом. В результате тротлинг-теста 186 гипсов минимально, максимально 410 гипсов, в среднем 253 гипса на 100 потоках при 60 минутах. Тест я провожу всегда без чехла, в помещении охлажденном кондиционером до градусов так 20. У моих подписчиков и во всех форумах люди жалуются на две основные вещи, разумеется. То, что телефон безумно греется, отсюда и тротлинг. И второй момент — это малая автономность. Опять же, если вы включите минимальную яркость и будете использовать только Wi-Fi без симки, я уверен, что вам его и на 2 дня хватит. В Geekbench в сингл-коре он выбивает 1464 балла, в мультикоре 4768. 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Stress Test 10266, Wildlife Extreme Stress Test 3521, Slingshot и Slingshot Extreme на максимуме. Притом без всяких морозилок, молодец, он прошел их сам. Напоминаю, что некоторые смартфоны просто отказываются проходить данные тесты, потому что перегреваются. На том же Gen 2 тоже. Вантуту выдал результат в 1 миллион 132 тысячи попугаев, Storage Test показал отличные 132 тысячи. 55-минутный стресс-тест прошел нерадужно, результаты вы можете наблюдать на экране. Опять же, ничего в фотошопе не рисовал, что смартфон показал, то показал. Результаты теста искусственного интеллекта просто волшебные, 3 миллиона 884 тысячи баллов. К слову, пока не забыл, когда вы видите результаты тестов по автономности в роликах различных блогеров, обратите внимание на варианты использования. То есть, если человек не играет, не ползает в интернете, а просто ходит со смартфоном, разумеется, даже с включенным Always On дисплеем у него может хватить этого смарта на, не знаю, дня 2. Если у него автояркость, он сидит в ярком помещении, использует Wi-Fi и 9 часов экрана. То есть здесь все до такой степени субъективно по поводу вариантов использования. Я думаю, те, у кого были компактные Samsung, меня поймут, и те, кто изучали физику, 3900 мАч, понимают, что надолго в принципе хватить не может, тем более процессор все равно прожорливый. Перейдем к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и одной LED-вспышки. Основной широкоугольный сенсор Samsung S5 KG-N3 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, трехкратным оптическим зумом и фазовым автофокусом Dual Pixel. Сверхширик Sony IMX564 на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. Спойлер, без автофокуса. И телефотосенсор Samsung S5K3K1 на 10 мегапикселей с оптической стабилизацией. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS и, конечно, 4К 60 FPS также на борту. Отмечу, что у меня смартфон при съемке 8К 30 FPS снимал 46 минут без остановки. Я остановил сам запись. И это значит, что ограничений по времени никаких нет. И при съемке этот смарт вообще у меня не перегревался ни разу. Такой файл, к слову, на 46 минут весит 25,8 гигабайта. Сверхстабилизация работает только в режиме Quad HD, 60 FPS и ниже. На сверхширике есть простенькая стабилизация, фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. В стоке имеется много различных интересных режимов, вспомогательных функций и тому подобное. К примеру, вы можете скачать Expert RAW Pro режим, и там будет прям волшебная фотка для того, чтобы их обрабатывать. Ночной режим, который отличается от основного, лучше использовать ночью, все-таки ночной режим. Авто не отрабатывает так хорошо. Панорама, портретный режим как для фото, так и для видео, кинорежим и подобное. У смартфонов Samsung как была проблема с шумом при использовании в ночное время суток или в локации, где мало хорошего освещения, так и осталось. Они ничего не допилили. Как по мне, камеры хороши, но только при достаточном освещении. Фото получаются достойными, цветопередача естественная, без сильного искажения скинтона. Опять же, учитывая, что при видеозаписи в темной локации на фронтальный сенсор есть шумы, фронтальный сенсор выдает отлично детализированную картинку. Даже фотографии в ночное время суток получаются не мыльные и без шумов. Конечно, если руки не будут трястись. Насколько лучше стали камеры в плане фото, если сравнить Samsung S21, вы увидите ближе к концу ролика. Также я хотел бы сказать, что автофокус хоть и хороший, но до уровня яблока им очень далеко. Стабилизация видео не лучшая, и плюс по сравнению с яблоком Samsung слегка мылит лицо. Короткие примеры вы сейчас, как всегда, увидите, как и сравнение. И 4К 60 FPS на обоих смартфонов. Я считаю, что это самая нерепрезентативная выборка. Почему? Потому что мы сейчас снимаем в идеальных условиях для съемки. Очень много света, позади меня 3 лампы, впереди меня 4 лампы. И единственное, да, со звуком здесь не фонтан. Напоминаю, что когда я записывал вход, я записывал его на Sony FX3 и родовские микрофоны. Сейчас вы слышите родные микрофоны у смартфонов. Примеров будет много, и, к сожалению, Samsung, скорее всего, вас расстроит. Напоминаю, что исходники, разумеется, в телеге. И напоминаю, что, разумеется, я так же, как и вы, верю, что они допилят съемку. Потому что S23 Ultra показывает какую-то фантасмагорическую штуку, особенно по фото.
конкретно по моему мнению. Это основная камера. Теперь ультраширик. И всем, кто хочет сказать, что Sony, почему так много камер, опять же камеры теперь после основных тестов синтетики вы можете перемотать на последние 3 минуты, там будет резюмирую, а сейчас будет в основном примеры. Почему? Потому что это половина стоимости, если не 60% от современных смартфонов. Как мне многие написали, Sony S23 это не про камеры, Sony S23 это не про игры, Sony S23 это не про серфинг в интернете, и Sony S23, напоминаю, что ультраширик в 4К 60 FPS работает на Samsung. Это, к сожалению, не про работу с GPS-сетями, потому что он очень быстро теряет заряд. Напоминаю, что это дело у меня поедало 41% в час в Apex при одновременном стриминге в Твиче. Я хуже, чем 24% вообще за всю историю моего блогинга не видел. А там у меня и кондиционер работал, и все остальное. Смотрите на лайв-канале. Так что делаем выводы, смотрим. Ну и разумеется, фронталка 4К 60 FPS. Мне нравится, как снимает Samsung, но не меньше мне нравится, как снимает Яблоко. По мне, у Яблока больше деталей. Напоминаю еще раз, мой подход это из разряда напомнить вам. Я ничем не напомаживаюсь. Чем больше вы видите недостатков в коже, не знаю, там седых волос, чем больше вы видите шрам, там, не знаю, прыщики, еще что-то, тем лучше, значит, справляется камера. И я считаю, что это волшебно. Почему? Потому что, как правильно некоторые блогеры замечали, одно дело, когда ты фотографируешь просто для красоты в Инстаграм, а другое дело, когда ты врачу будешь что-то скидывать, потому что скин-тон лучше у Яблока, деталей больше передает Яблоко. А украшалки у Samsung, как у Huawei, по мне, вшиты так, что они просто жаждут, чтобы вы хорошо выглядели, даже если вам это не нужно. Фронталка 4К 60 FPS. Ну что же, 4К 60 FPS, ночь и съемка с S23. Разумеется, S23 Ultra я тоже буду сравнивать с iPhone 14 Pro Max. Почему? Потому что, в принципе, S23 Ultra даже стоит фактически примерно так же. S23 не намного, я бы сказал, и дешевле. Вот так с шумами будет снимать S23. Насчет стабилизации пока сказать ничего не могу. Но, с другой стороны, у Яблока, смотрите, вот то здание, которое в шумах, в лютах у Samsung, у Яблока вообще его не вижу. Как работают микрофоны, и там чехол, притом не лучший, и на Samsung, и на iPhone. Сниму, когда буду вход-выход делать. Наверное, будет проще сравнивать. А так, пока, я думаю, для того, чтобы прикинуть, насколько хорошо работают камеры, этого уже достаточно. 4К 60 FPS, и в iPhone я почему-то себя вообще почти не вижу. Либо с камерами что-то не то, либо с алгоритмами. На великом и ужасном Samsung я, разумеется, в шумах, тоже 4К 60 FPS, в движении ночь. И это была камера DJI. Вот сейчас стоковая камера iPhone, 4К 60 FPS, и съемка на абсолютно другом уровне, конечно. Никаких лютых шумов здесь нет, пересветов нет. Со стабом, может быть, даже все будет лучше, но не факт. Нет, лучше не будет. Стаб работает при этом хуже, заметьте, чем у S23. Стоковая камера, что сказать. Вот почему DJI, да? 4К 60 FPS, наша любимая злобная локация с лютыми пересветами, ужасными камерами, точнее, ужасным освещением и сложными маленькими объектами, которые все сливаются. Если встать, то вот так вы увидите разницу между S23 и iPhone 14 Pro Max ночью. И сейчас у меня iPhone играл, он не виноват. 4К 60 FPS, Samsung S23 и iPhone 14 Pro Max. И мы видим, какой у Samsung кроп в 4К 60 FPS, да, относительно Яблока. Не сильный кроп, но ощутимый, потому что если смотреть по краям, ну прямо конкретно больше Яблоко захватывает. Хотя, как говорится, все смотря как смотреть. По стабу видно, по работе со светом видно, по работе с цветом я скажу, что, разумеется, по мне Яблоко сейчас передает цвета лучше. Легкая дымка, рассеянный свет,
Ну все. 4К 60 FPS, основная камера. И смотрим, как отрабатывают два смарта. Утром солнца много, иду по дороге. И в целом, по мне, со стабом и там хорошо. Может быть, идти более плавно. Как мне нравится, тестируют устройства третьего эшелона. Допустим, те же ZTE-шечки ультры. Очень плавно люди идут и показывают, как они волшебно снимают. Если очень плавно идти, конечно же, стабилизатор-то толком и не нужен. Или еще лучше на стабе вообще пример записывать. А если ты идешь обычным шагом, стараешься не трясти смартфон, вот так, наверное, все-таки правильнее всего тестировать. Потому что не все обладают операторским искусством или, не знаю, таким каким-то хватом космическим. Как кто-то, если ходил тренироваться на какие-нибудь единоборства, когда тебе в пиалу водичку набирают, и ты потом бегаешь с этой пиалой. Не каждый же может это делать, правильно? Вот то же самое со смартами. Пишем в комментах, кто там бегал с пиалой, что у меня есть такой экспириенс детский. И немного фронталки в тех же 60 FPS 4К. По большому счету снимает и то, и другое неплохо. Опять же, это мое мнение, вы можете его не разделять. Но вот так благополучно сможете себя снимать в солнце, в идеальных условиях обстановки практически для съемки. Ну ладно, не идеальных, здесь рассеянный свет, он противный. 4К 60 FPS и Samsung S23 с яблоком 14 Pro Max. Ну, что вам сказать? Вам решать, что лучше снимает. У Самса, разумеется, одни шумы по мне, опять же. Может быть, я не прав. Насчет стабилизации, опять же, вам решать. Насчет того, свет и правда противный вот этот. Не знаю. Чтобы я выбрал, ну, логично, я бы выбрал яблоко. Но, опять же, я не смотрел на большом экране. Так что вам будет виднее. Но помним, что сравнивать все это дело нужно на качественных экранах, а не на смартфоне стоимостью меньше, чем камеры S23. А вот ночь, я не знаю, что лучше. Мне кажется, что яблоко вообще какая-то беда с абсолютной ночью. Хотя и там картинка, наверное, не смотрибельна. Но, во всяком случае, у Samsung видно хоть что-то. И это было через DJI у iPhone, а сейчас у iPhone через стоковую камеру. И стоковая камера с ночной фронталкой справляется, по мне, намного лучше. Я не знаю, с чем это связано. Хотя днем на DJI снимать намного лучше, чем на сток. И вот теперь сравните стоковую камеру у iPhone и стоковую камеру у Samsung S23. Почему DJI? Потому что формат, в котором он записывает, намного проще конвертируется и редактируется. Ну и плюс стабилизатор подключать проще по рефлексу. А вот основная камера ночью работает лучше, чем через какие-то там программы, по мне. Иксы делать не буду ночью. 4К 60 FPS. Вот такие небольшие развлекушки на больших экранах бывают здесь. Смотрим. Нет, пока объем не показываю. В примерах была акула. Сейчас акул нет, а жаль. Вот, поршни пошли, а-ля. Ну, смотрим. Все громко, но, чтобы вы понимали, качество звука здесь тоже не волшебно. Он идет вот из этих колонок. Да, на телефоне выглядит все намного эпичнее, чем в жизни. Ну и хорошо, правильно же. И все? Нет, не все. Что-то еще нам покажут. Отлично. Отлично. Я говорю, в этом хороши смартфоны. Что ты смотришь на картинки, а они... Вот, пожалуйста, откуда лазер летит. Намного интереснее на экране смарта и при съемке, чем в жизни. И ждем апогея перегруза. Исходник, как всегда, скину в телегу. Слишком все громко. YouTube, наверное, скажет: друг,
Not today. Да, он такой ощущение, что даже сделан для того, чтобы можно было снимать эпично. Все. Финал. И шумы. Фронталка 4К 60 FPS, съемка с одной руки, Samsung S23. Я не знаю, почему так все ребит, я не знаю, почему такая не очень хорошая стабилизация, хотя, возможно, вы уже будете видеть совсем другую картинку, не ту, которую я вижу на смартфоне. Надеюсь, вы будете видеть другую картинку. А как работают микро, как работает все остальное, вы сейчас можете оценить. Это дело я скину в телегу личную, чтобы вы могли исходники скачать и посмотреть. 4К 60 FPS, немного утренней съемки. Спайка. Вот так это все выглядит. Если снимать не спеша. И фронталка. Ну и не мог я не добавить чуть-чуть прелести. Какой? Это ультраширик, 4К 60 FPS. Снимает аппарат классно. Это основная камера, 4К 60 FPS, максимум X10. Легкая дымка, вам не кажется? Солнца не видно, облаков тоже. Рассеянный свет. И X3, 4К 60 FPS. Отсюда максимум X12. Все это будет в телеграм-канале моем личном. И все это будет в ролике, разумеется. Так что обзор обязательно полный смотрим. 4К 60 FPS, пример работы фронталки в магазине. Освещение примерно понимаете какое. И вот так стаб 4К 60 FPS будет отрабатывать у вас вместе с освещением. Роллинг шаттера, разумеется, нет. 4К 60 FPS, ширик, то есть основной модуль, не ультраширик. Основная камера смеркалась, ничего не мешает снимать красиво. Samsung S23. И вот так вы сможете снимать объекты, ну и плюс людей, разумеется. Давайте X посмотрим. X10 максимум, X4, X2, X1. Все плавненько. На паузу можно ставить, фото можно делать. И немного фронталки в 4К 60 FPS. Роллинг шаттера все еще не появилось. Ультраширик 4К 60 FPS, с него можно делать X2. И все. Больше ничего делать нельзя. С Full HD 60 FPS можно уже переходить на X12. Если мы проверим, допустим, вот он, модуль с X12, уходим на ультраширик, и он переключает камеру. Вау! На 4К 60 FPS можно переключать с Full HD, с ультраширика на основную. 4К 30 FPS, тот же алгоритм. Пытаемся перейти на модуль основной. Да, из 4К 30 FPS тоже можно переходить с ультраширика на основную камеру. Ну, круто. 4К 60 FPS, куда же без съемки водички в ролике, да? Вот так вы в уже потухшем небосводе сможете снимать водичку. 4К 60 FPS, немного ночной съемки движения фуникулера. Вот там очень противный свет. Основная камера 4К 60 FPS. Думаю, вам вполне достаточно. И еще немного фронталки в 4К 60 FPS. Особо от основной камеры не отличается, правда? А вот только добавить хороший свет, и все, и волшебно все снимает, правда? Сказать, что снимает плохо, вообще нельзя. Посмотрел эту штуку у обзорщиков из Китая. Они берут и основную камеру используют как
фронталку, просто поворачиваю ее, а потом разворачивают, использую как основную. То есть, если хотите себя подснимать, в принципе, можно извратиться и снимать себя на основную камеру без штатива даже, просто рукой. Чуть не забыл, 4К 60 FPS, немного фронталки в лифте. Вот здесь ощущение есть, что есть роллинг шаттер маленький. Может быть, я не прав. Напишите, как по вашим ощущениям, если роллинг шаттер. И, разумеется, главное здесь это микрофоны, а не то, как вы меня видите. И напоминаю, чем хуже выглядит обзорщик, чем больше морщин и недостатков у лица, тем лучше камеру у смартфона. Маски всегда сможете накидать. Минус: цена завышена, скромный аккумулятор, малое время автономной работы, поддержка зарядки только на 25 Вт, вибро средняя, смартфон тротлит, нет блока для зарядки в комплекте, ужасные шумы при видеосъемке на фронтальный сенсор и на основной, шим, как всегда, просто убивает и лучше ничего не становится. Ультраширика нет автофокуса, у версии на 120 гигабайт медленная внутренняя память, нет версии с 12 гигабайт оперативой, но и автономность в играх просто нулевая, по-другому не сказать. Плюс он дико перегревается. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. К слову, она уже максимально адекватна. Почему? Потому что вы можете читать форумы, которые чистят, можете читать форумы, которые не чистят. Можете посмотреть в моей телеге, я никого не удаляю, кому-то S23 очень зашел. К слову, у Валентина, одного из моих администраторов, S23 после OnePlus 9 RT, и он выдает у него 7 часов экрана, он пользуется Wi-Fi, он пользуется автояркостью, его смартфон удовлетворяет на 100%, потому что ни съемка видео, ни игры ему не нужны. Поэтому у всех своя правда. И резюмировать я бы хотел на основную камеру Samsung, как всегда, традиционно 4К 60 FPS. И вы должны понимать, что любой техноблогер это как, не знаю, вестник. То есть, когда он рассказывает хорошие вещи, люди лучше реагируют. К сожалению, я плохой вестник. Почему? Потому что я не буду вам рассказывать, что смарт суперский. Недостатки я вам еще раз перечислю. Второй вариант развития, когда ты пытаешься усидеть на двух стульях и сказать, что ну вот здесь хорошо, а здесь плохо. И это, наверное, тоже правильно. Как вы можете его использовать? Ночная съемка у фронталки здесь шлак прямым текстом. Если говорить основную камеру, то такое себе. Если брать фото возможности, то есть 23 ультра рвет его как тузик грелку, а разброс по стоимости не такой космический. Если говорить о компактности, то нужно сказать об автономности. Но 42% в Apex в час... Друзья, но это перебор. Да, здесь есть защита от влаги. Да, скорее всего, этот смартфон сильно не упадет в цене. Но если яблоко вы хотя бы могли отличить 13 от 14 версии, не знаю, в прошлые по Dynamic Island, а в новые это по цветам и чуть-чуть по камерам, то здесь фактически внешне минимальное отличие. Если у вас есть S22 Ultra, S23, вам, точнее S22, S22 Ultra, на 23-ю линейку вам вообще нет смысла никакого меняться. Но это мое субъективное мнение. Если вы не верите, что там какие-то не супер космические фотографии, еще раз повторяюсь, зайдите в мою телегу взаимопомощи, посмотрите фотографии. Понятно, что кто хочет, тот увидит. Понятно, что нужно смотреть на откалиброванном экране. Но если говорить про стабилизацию изображения, она здесь тоже не фонтан. То, что он перегревается, по мне это плохо. Но это с одной стороны. То есть это мой стул. Если брать моих администраторов, допустим, один из них Валентин, он раньше был адептом OnePlus 9 RT, он приобрел себе S23, и он рад, и он говорит, что в принципе у него 7 часов экрана при подключенном Wi-Fi, нет GPS, смартфон отрабатывает в автояркости. То есть вполне возможно, он сидит в темном освещении, и яркость у него там по минимуму. Он не играет и не снимает ролики. Ну и в принципе не пользуется камерой. В его сценарии использования я в принципе понимаю, что у него был выбор либо Asus Zenfone 9, который точно хуже, но дешевле, либо Samsung S23. Я бы однозначно тоже выбрал Samsung S23. Какой аналог в этих габаритах у смартфонов? Ну только Xiaomi 13 за какие-то космические деньги, он чуть-чуть опять же больше. Либо мы берем опять же iPhone 13 mini. Ну и все. Можете написать альтернативы, но в моей голове это только S22 и S21. Поэтому от меня для перехода с предыдущих поколений 21 или 22 Samsung этому смартфону все-таки нет. Почему? Потому что, хорошо, Samsung S21 заряжал 3 раза в день, S22 надо 2 раза в день заряжать, и этот тоже надо 2 раза в день заряжать.
При том, что помним, что эта штука 45-ваттной быстрой зарядкой заряжается с 0 до сотки за 89 минут. Гонял раза 4. Лучший результат был 89 минут. Вы можете заряжать с 1%, с 3, с 10, каким-то образом, не знаю, раскачивать зарядку, ждать новой прошивки, еще чего-то. Но это не 180 ватт, это не 120 ватт, это даже не 100 ватт, и тем более не 200 и не 300. В современных реалиях 1,5 часа зарядки смартфона, который пожирает у тебя 42% в час в Apex, но это издевательство по мне. Если вы со мной не согласны, если вы считаете, что Samsung сделал хорошо, они молодцы, за эти деньги это топ, можете написать в комментариях, я с удовольствием с вами подискутирую, либо в мою телегу приходите, поговорим. Я уже сказал свое мнение, что альтернатив в эти деньги или не в эти деньги в принципе нет. Если вы тем более фанат Samsung, то только сюда вам и дорога. Если говорить о доволен ли я этим девайсом и рад ли я ему, нет. То есть если сравнивать вау-эффекта от Ультра, насколько хорошо они ее сделали, и вау-эффекта от 23-го они не сделали по мне ничего. То есть они просто сделали ту же самую модель, плюс-минус с теми же камерами, с теми же проблемами, но с влагозащитой и в принципе с ценником, который бывшие владельцы S21 и S22 смогут осилить в долларовом или в рублевом эквиваленте. Благо сервоимпорта сейчас Agege и Yohoho, и эти смартфоны уже даже бэушные торгуются на Авито, притом по неплохим ценам. Да и не только на Авито. Еще раз повторяюсь, от меня как модели девайсу нет, как Android смартфону в данных габаритах, если вы понимаете все его недостатки и принимаете в первую очередь недостаток автономности девайсу, да. Ставим лайк за труды, пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!